Всем привет! Совсем скоро мы должны получить очень интересный смартфон от компании Realme, а именно V23. О скором выходе говорит и тот факт, что он засветился в базе данных знаменитого китайского регулятора TENA. Каталожный номер он получил RMX3571. Но это еще не все. Гаджет от Realme появился в базе местного оператора China Telecom, благодаря чему стали известны практически все технические характеристики и стоимость. Итак, основные фишки Realme V23 — это качественный экран на 6,58 дюйма, основная камера на 48 мегапикселей, мощный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 810, аккумулятор емкостью 5000 мАч, ну и конечно же цена всего $270 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами первый обзор. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. Первое, что хочется отметить, в сети уже есть живые фотоустройства. Он получился достаточно компактным. Габариты смартфона 163 на 75 на 8 мм, масса 186 граммов. Гаджет получил достаточно качественный экран с диагональю 6,58 дюйма. Кадровая частота выступает 90 Гц. Разрешение Full HD+. Какая будет технология дисплея на данный момент, неизвестно, но многочисленные инсайдеры уверяют, что это будет AMOLED. Основной плюс технологии экрана — это, конечно же, глубокий черный цвет. А именно черные пиксели полностью выключены. Из-за этого черный цвет выглядит действительно черным. Этого плюса лишены IPS-матрицы. В них подсвечены даже темные кристаллы, из-за чего черный становится темно-серым и выглядит неестественно. А вот основная камера будет сдвоена с датчиками разрешением 48 и 2 мегапикселя. На этом производитель решил остановиться. Фронтальная камера разместилась в каплевидном вырезе. Датчик установили 8-мегапиксельный. В основе аппаратной платформы выступает Dimensity 810, а это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex A76 на 2,4 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Оперативной памяти будет всего 8 ГБ. Флеш памяти 128 или 256 ГБ. Также в перечне характеристик аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Ее мощность, к сожалению, на данный момент не сообщается. Боковой сканер отпечатков пальцев будет в смартфоне. Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Основные фишки интерфейса — это дизайн и визуальные изменения, тематика обоев, изменение пользовательского интерфейса камеры, гибкая Windows 2.0, функции конфиденциальности Android 12. Также компания Realme включила новый плавный движок, чтобы помочь с оптимизацией производительности. Realme утверждает, что теперь она переработала движок искусственного интеллекта, чтобы лучше использовать ЦП и ГП за счет автоматического управления ресурсами. В конечном итоге это должно привести к повышению производительности и даже увеличению времени автономной работы. Ожидается, что стоимость базовой версии 8 ГБ оперативной и 128 ГБ своей флеш-памяти составит примерно $270. Официальная премьера новинки в Китае состоится уже в текущем месяце. Ну что же, ребята, я очень рад, что Realme все-таки компания, которая может составить конкуренцию компании Xiaomi. И с каждым годом компания выпускает все лучше и лучше бюджетные смартфоны, среднебюджетные смартфоны и флагманы. Ведь действительно данные смартфоны очень популярны. Это действительно так. То есть вы должны понимать, что Realme V23 это, можно сказать, бюджетный смартфон, потому что, плюс-минус $250 это, не такая сумма, чтобы оттолкнуть покупателей, а также многочисленных
фанатов. Но что я замечу в данном смартфоне? Это, конечно же, очень и очень хороший процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 810. И вы скажете, блин, лучше бы Дракон. Ну, потому что Дракон намного круче. Но я вам скажу, что сейчас на данный момент процессоры от компании MediaTek действительно заслужат внимания. Действительно, они в топе. И действительно, они выступают каким-то гарантом, что ваш смартфон не будет нагреваться во время использования. Что, на мой взгляд, достаточно неплохо. И вот этот Dimensity 810 неплохие результаты предоставляет нам в повседневной жизни, в производительных играх и так далее. То есть это очень круто. Второй главный плюс данного смартфона — это, конечно же, экран на 6,58 дюйма. Да, 90 Гц, да, разрешение Full HD+. Но сейчас замечу, Full HD плюс разрешение есть во всех флагманах. То есть сейчас даже флагманы выпускаются с таким разрешением, что, на мой взгляд, ну, по крайней мере, это не минус. Ну, 90 Гц уже, да, тут уже хотелось бы 120. Но за такую стоимость смартфон, который получит 120 Гц, очень тяжело найти в наше время. И основной конкурент данному смартфону будет решение от компании Xiaomi. Потому что сейчас компания Xiaomi с каждым годом выпускает, ну, можно сказать, народные смартфоны. И нет ни одного бренда, который может конкурировать с китайским брендом, ну, так, чтобы они шли вровень. И вот компания Realme показывает, что действительно они могут конкурировать с Xiaomi. И они будут это делать. И это, на мой взгляд, очень и очень хорошо. Потому что все-таки Xiaomi сидит очень крепко на своем месте, и сейчас во всем мире данные гаджеты раскупаются как горячие пирожки. 8 гигабайт оперативной памяти. Хватит? Хватит. У Realme V23. 256 гигабайт своей флеш-памяти. Хватит? Хватит. Аккумулятор на 5000 мАч. Хватит? Хватит. Поддержка быстрой зарядки есть. Но какая, на данный момент информации нет. А покупатели данный смартфон решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.